в поле работает уважаемый Селфорд и ни о чем не подозревает, мы привезли сюда на демо-показ наш вертитил Green Wave в ширине 3,9. В этом видео мы покажем вам максимально подробно работу Селфорда, максимально подробно работу нашего агрегата. Все замеры делает представитель хозяйства, в котором есть демо-показ. Понаблюдать кто кого, Канада или Украина, Аверс Агро или Селфорд. Поехали! Уважаемые аграрии, всем привет! С вами снова команда компании Аверс Агро. Пока здесь в поле работает уважаемый Селфорд и ни о чем не подозревает, мы привезли сюда на демо-показ наш вертитил Green Wave в ширине 3,9. Сейчас он собирается, и мы выгоняем, цепляемся к трактору, выгоняем его работать рядом с Селфордом. В этом видео мы покажем вам максимально подробно работу Селфорда, максимально подробно работу нашего агрегата. Постараемся максимально объективно показать и тот агрегат. Вот. Про наш агрегат детальный видеообзор вы можете посмотреть в видео ранее. Можете поставить видео на паузу, но не выключать его, пойти заварить себе чаек и насладиться прекрасной красотой нашей природы. И, собственно, понаблюдать кто кого, Канада или Украина, Аверс Агро или Селфорд. Поехали! Для чистоты эксперимента, хоть и ширина захвата разная, Селфорд и Green Wave, у нас демо-показанный 3,9, Селфорд 6, но скорость работы на тракторе 20-21 км в час. Это обязательное условие сравнения, и там будет одинаковая скорость. Не, ну неплохо, идешь, сразу чувствуется разница. Как бы, что почва под ногами чуть-чуть так проседает. Но вот здесь почва пошла жестче, чем вот там вот. Там как-то, тут как-то помягче. Чуть-чуть структура отличается от земли. Не ругайтесь, но в этом видео мы специально вставим вам как можно больше замеров. Это займет какую-то часть времени видео. Посмотрите обязательно, чтобы вы могли посмотреть максимально объективную оценку. Кстати, все замеры делает представитель хозяйства, в котором есть демо-показ, не сотрудник компании Аверс Агро, не сотрудник компании Селфорд. Это непосредственно человек, который будет принимать решение о покупке или Селфорда, или Green Wave. Смотрите, вот край поля. Вот. Идем специально от края поля, чтобы вот максимально объективно сделать замер перитрометром. После работы Селфорда вот огорожено ветками участок, где Селфорд проработал 2 прохода. Вот одна ветка, вот вторая. Вот здесь Селфорд 2 прохода по диагонали. Независимый эксперт. Сколько снимаешь? Ну да. Где-то 170, наверное, да? 170? Ну я так бачу, да. Ну если вот по первой шкале. Ну да. Если то 100, то 150, то это 170. Вон не попало. А тут, скорее всего, мы попали на... Ну, между дисками. Нет, тут... наверное, тут комбайн шел. Тут даже не 300, больше 300. Не заходить. Ну да, тут просто диски не пройшли. Він же ж не 100% перекривав. Да. 250. Колеблется потом. О, тут пішло хорошо. 210. 210. Це хороший показатель. Где-то 190. Давайте тепер попробуємо, де один раз пройшов свій Селфорда. Бачиш, все одно воно не везде одинаково.
Ні, ну то понятно, там за слідами, де-то диск перекрив, ну пройшовся, де-то не пройшовся. Ну ты понял, да, вот тут дело. Да, да, да. А тут уже такая диагональ. Так, все, здесь один след работал. 200, где-то 220. Здесь 230. $280, наверное, да? Где-то так. Угу. Ну, еще один. Ну, бачишь, разница есть между следом. Ну, конечно, в 2 раза. Прохода один. 240, 235. Ну, в принципе, там. Итого, если взять в среднем, то есть у нас там до 200 не доходит, а тут все за 2. В среднем, ну, В примерно. среднем где-то так, там где на след комбайна попало, видать, там чуть больше будет. Итак, мы получили первые показатели перитрометра по работе Селфорда. В 2 прохода в среднем датчик показывает 100 с чем-то. И в 1 проход это за 200. Каждый замер давал результаты 220, 280, 240, по-моему. Теперь очередь Аверсагро выйти на это поле. Посмотрим, что будет. Вот, я надеюсь, мы вас приятно удивим. Спасибо. Я всегда вас очень сильно благодарю, потому что мы очень ценим, когда вы говорите: вот, слава богу, в Украине начали что-то делать, что-то хорошее, что-то стоящее, качественное. Огромное вам спасибо за поддержку. Вот. По факту, ну, ради вот таких вот благодарностей мы стараемся. Вот. Последняя настройка вертитила. И поехали смотреть, как работают наши 13-волновые, 8-волновые диски, как они себя покажут, как те и те покажут себя конкретно на этом поле. Пост принял. Ну, вот первичный результат визуальный. После того, как прошел Green Wave, уже чувствуется, да, земля прогинается под ногами, нежели вот до. Вот здесь стояли 13-волновые, вот здесь 8-волновые диски. Видите, 8-волновые, как и у Селфорда, грудку выкидывают более грубую, а вот 13-волновые, то тут грудка гораздо меньше. Вот. Делаем замеры после первого прохода Green Wave, да, турбокультиватора от Аверсагро. 90 есть. 190, уже первый показатель чуть-чуть выше. 200, и тут уже самый 190. 210 здесь. 210. Плюс-минус так же. Может, здесь 210 десь так. Оце різниця між 13 і 8-волновими А ну, дисками. подожди. Оце я так думаю. Тут ми де? А тут вообще дивись, 190. 190. Так. Ну тут більше. 230 десь. 230 попало. Ось, о, дивіться, оце 13-волнові диски отут ще. Справа, да? Ну, Да. давай. Це от мені. От, чітко видно. Да? Да, оце 13-волнові диски пішли. О, тут більше 160, 260. А ну, самий край. Ой-ой-ой, Менше 180. 180, да? Так, подожди, тут бачиш, щось їх комбайни шумом. Ходять тут не должно. Ні, ну у нього не може бути така ширина. Вообще 140. Попало так. А
тут дивись 280. Тут 280, тут диск не пішов, тут пропустило, скорее всего. У нашего турбокультиватора расстояние между дисками в стандартной комплектации 16 сантиметров. 240. 250. Тут это 300. Тут опять... Можно на слив попадать. Это техника. Да. 200. Сейчас. 200. Плюс-минус. Может чуть-чуть больше, а может примерно даже там же такие же примерно показатели. И так провели замеры, мы специально вырезать не будем, мы провели где-то 6 замеров перитрометром после одного прохода нашего вертитила. И что мы увидели? Что мы явно уже по одному проходу не уступаем, а местами. И еще и выиграли за счет 13 волновых дисков. У Селфорда 8 стоит по умолчанию. Сколько? Тоже 200. 200. 210. В среднем. Ну, в среднем там... То же самое, 210. Давайте. Вот, получается, необработанная колея. Это как межа. Стык, так сказать. Стык. И вот один проход Селфорда. Еще раз, поехали. 200. Сейчас, чтобы видно было. Тут 160. Тут то же самое 300. Ну да, есть. Це щоб... Сейчас пикал. 200. 200. 210. 180. 200 где-то 20. 190. 210. Плюс-минус 1. Вот і тут чітко видно різницю, ось, поки там він не находив. Ось 8 волнові диски і 13 волнові. Вот, смотрите. Сейчас август месяц. Донецкая область. Вот грудка. Вот то, что результат работы 8 волновых дисков. И вот 13 волновых. Собственно, взял вторую диагональ. Делаем замеры. Ну, ваши 190. Можно подвести итоги этого дня. Мы поработали с Селфордом, точнее не мы, ребята поработали с Селфордом в один проход, в 2 прохода, все по диагонали. Поработали Green Wave от Аверс Агро, 1 проход, 2 прохода по диагонали. Мы поделали эти замеры. Что мы получили? Плюс-минус, если взять в середину, те же самые показатели. Вот те же самые. По первому проходу, по замерам, ну, просто если объективно оценивать, да, мы типа на Селфорд там замерили, грубо говоря, там 4 раза после одного прохода, а Green Wave раз 7. Да, в среднем одинаково, но у нашего турбокультиватора мы получили больше цифр ниже 200. Возможно, это как-то связано с тем, что попали просто так. Но в среднем результат тот же самый. Вариативность модельного ряда у нас богаче, мы можем докомплектовать
дополнительный груз на раму, если кому-то хочется утяжелить вертитил. Можем поставить шлейфовую или пружинную борону, можем поставить 3 типа катков. Или же, допустим, двухрядный каток. Там тоже можно с типами катков в 2 рядах как бы играться. И на наш вертитил вы еще получите компенсацию, вне зависимости от того, какая будет комплектация. Спасибо большое, что уделили свое личное время на просмотр этого видео, что вы нас поддерживаете. Всем пока, больших вам урожаев, чтобы не встречались вам плужные подошвы очень высоко. Всем пока, до свидания.